Здравствуйте, друзья! Меня зовут Пульхерия. Вы на канале Записки пользователя или вы гениальны? Сегодня мы с вами приготовим мандариновый зефир с сырной начинкой. Зефир мы будем готовить из джема. Причем я вам советую приготовить джем самим. В нем будет меньше сахара и он будет совершенно натуральный. У меня на канале есть рецепт апельсинового джема. По этому рецепту можно приготовить и мандариновый джем. Но можно использовать и апельсиновый джем. По этому рецепту, друзья, я делала 3 вида джема. Апельсиновый, мандариновый и мандарины сорта халабон, что является гибридом апельсинов и мандаринов. И из всех видов джема я делала зефир апельсиновый, мандариновый и из мандаринов халабон. Все виды зефира были вкусные, а в конце видео я расскажу, какой мне зефир понравился больше всего. Так что можете делать из мандаринового или апельсинового джема этот зефир. Но, друзья мои, можно приготовить этот зефир и из магазинного джема. Главное условие для джема – он должен быть очень густым. Когда вы переворачиваете ложку с джемом, джем не должен стекать. Если джем будет стекать, то по этому рецепту приготовить зефир не получится, так как он содержит достаточное количество влаги, и вам не удастся получить устойчивую меренгу. Для приготовления зефира нам понадобится 300 граммов джема, 90 граммов белков яиц, это примерно белки от 3 яиц первой категории, 320 граммов сахара, 11 граммов агар-агара силой 900, щепотка лимонной кислоты. Понадобится вам в том случае, если вы используете джем домашнего приготовления. Щепотка соли и 150 граммов мягкого сыра, который надо порезать на кубики со стороной примерно 1 сантиметр, но не более 1,5 сантиметров. Сыр должен быть очень мягкий. Такие сыры, как пармезан или чеддер, совершенно не подойдут для этого рецепта. Также не подойдут сычужные сыры, хотя они мягкие. В дежу миксера отправляем мандариновый джем, белки яиц и соль. И пока мы не взбиваем, я начинаю взбивать, когда температура сиропа у нас достигнет 102 градусов Цельсия. В кастрюлю добавляем 130 мл холодной воды и агар-агар. Сахар пока не добавляем. Ставим варить сахарно-агаровый сироп и дожидаемся, пока агар превратится в гель. Образовался гель, и теперь мы засыпаем сахар и размешиваем. Варить мы будем до температуры 110 градусов Цельсия. У кого нет термометра, делают пробу на тонкую нить. Варим на среднем огне. Сироп кипит, и мы дожидаемся температуры 102 градуса Цельсия. Я ориентируюсь на свой миксер. К моменту вливания сиропа белки с джемом должны быть взбиты в крепкое, устойчивое и пышное состояние. По времени, и у кого нет термометров, после 1 минуты закипания будет 102 градуса. Температура 102 градуса Цельсия. Я включаю миксер и начинаю взбивать с медленных оборотов, постепенно увеличивая скорость. Взбив до увеличения объема и побеления массы, всыпаем лимонную кислоту и продолжаем дальше взбивать. Сахарно-агаровый сироп, весь процесс варки необходимо тщательно мешать, иначе он пристанет ко дну. Мы сварили сироп до 110 градусов Цельсия. Тонкая нить образовалась, белки с джемом взбиты до устойчивого состояния. И сейчас мы будем заливать сироп, белки яиц, которые будут продолжать взбиваться на скорости 2/3 от максимальной. Сироп заливаем медленно, не попадая на венчик. Если у вас сироп будет такой же густой, как у меня, то его надо заливать по стенке чаши миксера. Посмотрите, я лью сироп на край воронки. В противном случае сироп замотается за венчик миксера. Влив в сироп, миксер включаем на максимальную скорость и взбиваем зефирную массу до охлаждения до температуры 45-50 градусов Цельсия. Зефирная масса готова к отсадке. Она замоталась за венчик и не стекает с него. Готовую зефирную массу перекладываем в кондитерский мешок. Мешок должен быть большого размера и из прочного материала. Мешок ставьте насадку. В моем случае это французская звезда, но можете использовать ту насадку, которая вам нравится, например 1Б или 1М.
Зефир отсаживаем на пергаментную бумагу. Сначала отсаживаем небольшое количество зефира, затем на него раскладываем кусочки сыра. Сверху кусочки сыра покрываем зефира в форме завитков и окончательно формируем штучку зефира. Друзья, если закончился сыр, отсаживаем зефир без сыра, и у вас будет возможность сравнить как натуральный зефир без сыра, так и с начинкой. Время стабилизации зефира будет зависеть полностью от температуры окружающей среды и влажности воздуха. Теперь, друзья, отправляем зефир на стабилизацию на 6-12 часов. И встретимся позже. Друзья, у меня прошло 3 часа, и зефир прекрасно снимается с бумаги и не липнет к рукам. Я считаю, что он уже достаточно стабилен. Друзья мои, мы с вами приготовили изысканное деликатесное лакомство мандариновый зефир с сырной начинкой. Этому исключительно вкусному зефиру сыр придает пикантность, изюминку. Я думаю, мандариновый зефир по своему вкусу – это зефир премиум класса. Это идеальное сочетание. Вкус сладкий цитрус гармонично сочетается с сливочным сыром, который еще обладает к тому же деликатной остринкой. Я думаю, любой гурман оценит вкус по достоинству. Я вам советую его приготовить, и он у вас обязательно получится, потому что, мои друзья, вы гениальны. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! И я вам, друзья, обещала рассказать, какой из 3 видов зефира мне понравился больше всего. В моей семье мнения разделились, но все сошлись в одном, что все виды зефира очень и очень вкусные. Но мне больше всего понравился, но это только мое мнение, именно мандариновый зефир. Мандариновый джем обладал тонкой, изысканной горчинкой, и эта горчинка передалась зефиру, и поэтому я считаю, что это усиливает и разнообразит вкусовую палитру этого зефира и идеально сочетается со сладким вкусом. А вы, мои друзья, если есть у вас возможность, приготовьте 3 вида зефира, попробуйте. И напишите мне в комментариях, какой вид зефира вам понравился больше всего. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. А в конце видео я покажу вам разрез нашего зефира. Я никогда не посыпаю зефир сахарной пудрой. Но вы можете это сделать. Но однако посыпать зефир сахарной пудрой можно только через 12 часов. Не раньше, чем через 12 часов происходит равномерное распределение влаги по всему зефиру. В противном случае у вас образуется сахарная корочка на зефире. Как видите, зефир обладает нежной структурой суфле, мягкий, упругий и пружинистый. А теперь, мои дорогие друзья, действительно, до свидания. Встретимся в новом видео.